Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. У нас получается теперь начало видео на улице частенько. Ну, просто так получается. Я закончила предыдущий влог и сейчас начала новый. Сейчас уже вечер, вот гуляем с ушастиком, 21:44. Он поел, сегодня я прям порадовалась. Наконец-то снова стал с аппетитом есть. Скоро уже, наверное, с подружкой будут гулять вместе, может быть, через недельку, через полторы. На улице тепло, сегодня прям было солнце, все таяло. Можно сказать, полноценная весна. Ну, надеюсь, завтра я все-таки поубираюсь, поснимаю уборку. Достала моющий пылесос, сейчас буду мыть полы, потому что я пролила тут кефир и прям... Вот, ну, вытерла вчера вечером, естественно, потому что это было перед сном. Но теперь надо мыть основательно. Вон там белые пятна. Хорошо я тут разбрызгала все. И непонятно, по каким причинам так опять загваздано зеркало. Это вообще как бы фантастика. Я вроде бы, ну, ничего такого не делала. Я уже убралась, провела занятия, сейчас вот села перекусить, это у меня салат и сметана. Ну, я убралась, по крайней мере, полы как следует помыла. Надо, конечно, еще будет дверь протереть и зеркало, как я собиралась. Вышли гулять, снег вон как блестит. Это еще тут не видно, как следует. Красота, конечно. 6 февраля. Сейчас 7:05 утра. Сижу, пью кофе с вкусняшкой и вяжу салфетку. Салфетку связала, там остался только последний штрих, нитку убрать. Вот, и сейчас сварила себе еще кофе и положила гранат, потому что позавчера его купила, съела половинку, хотя нужно было вообще сразу целый съесть, но для меня это много, вчера мне вообще не хотелось, поэтому ем сегодня. Так что вот так. Так, сейчас буду мыть плиту. Как всегда, лучше ее мыть после готовки, но не люблю грязь, а у меня утром убежала каша, поэтому, ну, выкипела немножко. Я сначала просто делаю большой огонь, а потом просто забыла убрать, поэтому вот, вязала салфетку, вроде и рядом находилась, поэтому все-таки сперва уберу, потом буду готовить уже. В чистоте гораздо приятнее. У меня средства для духовок и плит от Faberlic, как водится. Перчатки использую такие самые простые, одноразовые. Ну, потому что сейчас я, допустим, без маникюра, через пару дней буду делать. Дала ногтям отдохнуть. А так, когда у меня длинные ногти, в общем-то, любые перчатки рвутся, хотя вот в Leroy Merlin я покупала, они наиболее прочные, но все равно, да и не очень я их люблю все как-то вот. А эти вроде, ну, даже если порвались, упаковка большая. Вот сейчас как раз очередные взяла. Так, чайник хочу помыть. Пока намазала его этим же средством. И здесь все надо протереть. Эти перчатки у меня также идут для пылесоса, когда я чищу фильтр. Ну, моющий пылесос имеется в виду. Тоже очень удобно, потому что все-таки дома собака, шерсть. А так я прям их использую еще и как пакет. То есть перчаткой беру эту шерсть, потом перчатку снимаю с рук, выворачиваю. Наконец-то руки дошли
протереть зеркало. Это тоже средство от Faberlic для стекол и зеркал. Оно еще с антизапотевающим эффектом, но он действительно есть, но держится, как и всегда в таких случаях, недолго. Просто многие считают это как бы недостатком, но на самом деле это и автомобильные средства точно такие же. Ну а теперь дверь. Я пока еще новогоднюю атрибутику не убирала, просто лень. Пусть пока еще повисит, потом дойдут руки и до этого. Ну, я так понимаю, дверь мацается, особенно внизу, именно потому что собака дрязгает все. Ну а сейчас буду делать печенье. Надо сначала смешать все сухие компоненты, кроме сахарной пудры. Это мука 250 грамм, какао, имбирь, корица, кардамон, гвоздика, перец, сода и соль. Ну, рецепт у меня ВКонтакте на страничке есть. Кому надо, возьмите. Может быть, не забуду, где-нибудь в конечной заставке поставлю, но не факт. Вот, а потом в отдельной миске смешать сахарную пудру и масло. Можно маргарин, если... Ну, как бы я и так пробовала. Потом яйцо, мед добавить. Я уже заранее все подготовила. Первые 2 раза я делала без кардамона, потом в Ашане появился, приобрела. Так что в целом тоже, если у вас его нет, не так страшно. Масло я использую Экомилк, а если маргарин, то самый дешевый сливочник, но он хороший, он как бы никогда не подводит. Вот. Но это я когда новый рецепт пробую. Вот. Еще из масла пробовала красная цена, но тут, знаете, могут быть сюрпризы. Иногда масло хорошее, иногда все зависит от партии, поэтому не могу на 100% его посоветовать. Ну а так, что масло, что маргарин, если в целом качество нормальное, то все будет хорошо и вкусно. Так, ну и теперь замесить тесто, соответственно, соединить все компоненты, замесить. Я использовала миксер сначала. Ну и сейчас обернуть в пищевую пленку. На самом деле у меня к миксеру есть насадки специальные для теста, но я сама предпочитаю. Если что, у меня на лице наклеены тейпы. Так, сейчас посуду мою. Тесто я убрала в холодильник на час, поэтому пока здесь все приберу. Я меламиновой губкой, которая подходит для мытья посуды, сейчас очищаю пластиковую ложку из хлебопечки. Ну, ей просто очень удобно отмерять нужные продукты. Вот, ну, на самом деле посуду я могу мыть и просто меламиновой губкой, потому что потом, ну, я не вижу в этом ничего опасного, потому что потом все равно перемываешь обычной губкой, жидкостью для мытья посуды. Так что это абсолютно ничего такого. В общем, решила навести немножко порядок быстро. Все перемыть. А за час я еще сейчас планирую другие блюда начать готовить. У меня пару дней отдых от съемок видео про раскрашивание. Переложила сюда цедру мандарина. Это мне пригодится для выпечки пряников. И потом еще будет печенье. Ну, в общем, сгодится. Пряники у меня, правда, лимонные. И, ну, рецепт. И сабле там тоже лимон с базиликом. Но я использую разную цедру, какая есть. Поэтому вот это с мандаринами, потому как сейчас сезон мандаринок, покупаю и, в общем-то, помыла перед тем, как почистить. Я на терке натираю цедру. Терка для этих целей у меня вот такая. И я, в общем-то, храню ее в холодильнике.
сейчас, ну, там просто все хорошо и проветривается, в тот же момент и контейнер есть, это, по-моему, надо посмотреть, какая марка. Маленькая это у меня Декок, как и моя любимая, вот где ручка крутится. Ну и, собственно, пересыпала то, что уже высохло, а это пусть в холодильнике будет свеженькое. Пока у меня подходит тесто в холодильнике, я сварю яичный суп. У меня как раз есть сметана, обожаю этот суп. В общем, взяла картошку, морковку и лук. В принципе, ничего особо другого по рецепту не требуется. Сейчас все это почищу и поставлю вариться. Ну вот, все поставила вариться, немножко добавила специй. Ну, это по вкусу, кому как нравится. Картошку я просто порезала на 4 части, морковь натерла, лук целиком. Когда все сварится, лук выброшу, а картошку толкушкой. Ну и дальше уже покажу, что делать. Собаке поставила гречку и еще себе свеклы решила отварить. Прошел час, я достала тесто. Кстати, в этот раз я добавляла вот этот мед, но вообще я его не рекомендую. Я покупаю обычно мед цветочный Абрика, верно. Вот очень хороший мед, он прям действительно классный мед. Но он у меня есть, я его оставила так, вот если иногда чайную ложечку захочется. А тут я взяла цветочный мед именно в Ашане. Ну, я так подумала, что я же сначала не знала, по какому рецепту я буду пряники делать, еще что-то. Я думала, что, может быть, я там еще нугу планировала, еще какие-то рецепты, и где-то нужно было много меда, поэтому я подумала, почему бы не сэкономить и взять этот. В итоге он у меня пойдет исключительно на выпечку. Вот видите, он уже, там сахар появляется, и он по калорийности гораздо, ну, более калорийный, чем тот. Ну и я думаю, что он как бы не очень хороший, он мне не производит впечатления такого классного. Тем более, что, ну вот, я не знаю, наверное, когда я сейчас показывала рецепт, не было заметно, но вот он у меня постоял без крышки, ну вернее как, я столовую ложку добавила в креманку, и вот креманка, естественно, не была ничем накрыта, но прошло минут 15, и он даже такой пленкой покрылся, то есть, ну, вообще я бы не советовала, потому что какую-то продукцию марки «Каждый день» я могу посоветовать, она реально хорошая, а вот это вот не стоит. Понятное дело, что деньги я заплатила, выбрасывать я не буду, вряд ли здесь какой-то криминал есть, ну, как бы вот, пожалуйста, можно почитать, что тут, собственно. Но как бы вряд ли я буду еще покупать. А так вот здесь вот я записала рецепт печенья, но я записывала, ну, как бы в граммах, потому что я вношу рецепт в микшер рецептов в калькуляторе калорий. Вот. Потом вот когда тесто приготовилось, я его взвесила, там изменение веса указала. Сейчас, когда сделаю печенье, я уже создам рецепт печенья, добавлю вот по итогу теста, сколько она весит. И потом изменение веса будет после выпечки. Ну и, соответственно, буду точно знать БЖУ каждой печеньки. В этот раз глазурью покрывать не буду, потому что праздники закончились, а мне вообще это ни к чему. Пряники одно дело, а тут обойдусь. Тем более, что эти печеньки так-таки коричневые. Смысла нет их украшать. Это пряники сами по себе белые практически. Вот. Хотя, мне кажется, можно туда, если добавить немножко какао, будут посимпатичнее. Первая партия печенек уже печется. Да, болтается у меня на штативе, это микрофон. Вторая партия тут вот уже. И еще осталось тесто, будет третий противень. Но там, я думаю, немного печенья получится. Хотя, кто знает. Мне печенье понравилось, я его делаю уже третий раз, потому что
Сама я его не каждый день ем, так через день могу по печеньке съесть. Но я много раздаривала и там ученицам на подарки, все такое. Ну и вот решила повторить. На сей раз уже хоть с кардамоном попробую, как оно. Мне такая идея нравится, потому что печеньки легкие, по 4-5 грамм я делаю. Это не очень калорийно и с чашечкой кофе просто шикарно. Коробочка с новогодними вкусняшками. Здесь вот лежит сабле печенье, имбирное печенье и один лимонный пряник. Вот, но это то, что осталось. Правда, у меня еще в холодильнике, в морозилке лежит линцерское печенье и еще пирожная картошка лежит. Вот, поэтому это еще не все. И у меня еще упаковано печенье на подарок моей ученице. Мы так и не встретились. На празднике не получилось. Обе заболели. Но ничего страшного. Увидимся. И пряники я, конечно, положу свежие. Я, кстати, оттуда сейчас достану пряники, переложу в эту коробку, потому что они, конечно, завернуты в пищевую пленку, но все равно хочется более свежие. А с имбирными-то печеньками ничего не будет. Вот столько печенек у меня получилось. Ну, 2,5 противня получилось. Вот, ну, я не знаю, может быть, я сделаю еще, потому что если я поеду в Питер, может быть, я возьму с собой на презентики, поэтому, возможно, будут еще. Я взяла 2 яйца и просто их, хорошенько перемешала, можно вилкой, можно ложкой, без разницы. И сейчас я буду вливать в кипящий суп потихонечку. Уже надрязгала, плиту перемывать. В общем, яйцо нужно вливать тонкой струйкой, постоянно помешивая. Ну вот, чтобы вот так вот получилось. Ну и буду делать себе салат. Мой салат готов. Ну, по сути дела, это просто порезанные овощи, приправленные соевым соусом. Всем, кто сейчас ест, приятного аппетита. А это видео буду завершать. Желаю вам здоровья, настроения, вдохновения во всем. До скорой встречи. Пока-пока.